Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на зиму 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать это интересное время. У нас с вами январь, февраль и 21 марта у нас заканчивается астрономическая зима, начинается астрономическая весна. Конечно же, я буду забегать вперед. Конечно же, это гороскоп по декадам. И если вы близнецы по Солнцу, тогда первая декада – это те, кто родился в мае. И если вы родились с 1 по 10 июня, тогда вы близнецы по Солнцу второй декады. Если вы родились с 11 июня и до знака зодиака Рак, тогда вы близнецы третьей декады по Солнцу. Если вы смотрите это видео по асценденту, тогда делите отрезок в 30 градусов знака Близнецы на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада близнецов по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. И у нас с начала января, с начала 2026 года, вот прямо с его самого первого дня, Меркурий, ваш управитель, переходит в знак Козерога. И понимаете, это та история, которая расскажет вам, что вот хочется вам продуктивности, хочется вам ясности, хочется вам четкости. При всем при этом Меркурий еще будет в квадратурах с Сатурном и с Нептуном. Нептун, конечно, будет давать иллюзорные какие-то моменты, Сатурн будет стабилизировать. У кого-то будет такое внутреннее желание приобрести недвижимость, подняться в работе, получить новую должность, зарабатывать больше. И это абсолютно нормально. Проснуться 1 января в новом календарном году вот с такими мыслями, вот с такими правильными целями, это очень хорошо. Поэтому здесь дерзайте. И следующее событие у нас 3 января полнолуние. Скажу, что полнолуние у нас будет в Раке. На этот момент у нас и Меркурий, и Венера, и Солнце, и Марс, они все в Козероге. Плюсом к этому оппозиция с Луной в соединении с Юпитером. Как это скажется на близнецах? Ну вот почувствуют очень сильный такой большой скачок, мощное движение, развитие роста вперед. Опять же, эта история будет считываться у близнецов второй декады, то есть будет внутренняя такая история именно связана с этим полнолунием. Именно у вас будет это работать, близнецы второй декады, через кармические узлы. У близнецов первой и третьей декады будет работать по-другому. Вот у близнецов третьей декады, например, будет заканчивать свой цикл в январе Нептун. Поэтому до 26 января 2026 года могут вот так вот, если вот с разбегом на весь месяц, коротко, у близнецов третьей декады будет завершающий цикл Нептуна, там же и Сатурн. То есть, ну, Сатурн у нас в середине февраля поменяет знак с 13 на 14, а Нептун в январе. И это начнется хороший период для близнецов третьей декады. Почему? Потому что это напряженный аспект, когда на чрезмерные эмоции, с нас снимаются розовые очки, случаются ситуации, связанные с чрезмерным романтизмом, идеализацией нашей жизни, нашего партнера, нашего брака, наших отношений. То есть это сложный момент там, развития в творчестве. Опять же, если вы умеете со сложностями Нептуна работать, тогда вам вообще отлично. Если же нет, то это такое депрессивное состояние. Но для творческих людей депрессивное состояние – это очень хорошая почва для творчества, для работы. Да? Для людей, кто с творчеством не связан, это такие изменения, эмоциональные события в жизни, в личной жизни. Да? И здесь же Сатурн. У близнецов третьей декады тоже в квадратуре, а это всегда история, когда не хватает денег, когда нехватка финансов, срочно требуется платить по счетам. И эта история у близнецов третьей декады продержится, могу сказать, что до 13-14 февраля, но аспекты Сатурна – это такие аспекты, они уходят, но обязанности никуда быстро не распыляются. То есть еще получается, что захватится еще и коридор затмений, который у нас будет с 17 февраля. Поэтому, дорогие близнецы,
третьей декады. Постарайтесь в этом январе, в самом начале, написать себе четкий план, и все эти вопросы истории, долги, обязательства заканчиваются быстрее. Если же вы что, разбирайтесь в своих как раз-таки финансовых вопросах. Если же у вас вопросы в любовных личных отношениях, разрушение брака, семьи, то этот момент эмоциональный, естественно, да, и вот он не с самого начала февраля, то есть это такой будет момент, который будет дольше, да, то есть это не в один день случаются такие события, поэтому вот такое настроение будет января у близнецов третьей декады, у близнецов второй декады. Здесь, дорогие, хочу сказать, что заканчивает в середине января как раз-таки цикл кармических узлов по второй декады оси Девы, Рыбы. И близнецы второй декады проходят сейчас очень важный период, и в декабрь это, и первые 2 недели января. Завершается как раз-таки ваше внутреннее самоопределение, куда вы идете, зачем вы идете, для чего вы идете, кем вы вообще хотите стать. То есть это такой момент у вас на начало 2026 года, четко понять, чего же вы вообще от своей жизни хотите, какого масштаба вы личность, чего вам хочется. И вот как раз-таки в полнолуние 3 января Юпитер будет в соединении вот с этими аспектами, Солнцем, с Луной, как раз-таки для того, чтобы решить, какого масштаба вы личность, чего вы хотите, что вам нравится, как вы хотите жить, ваша семья, профессия, социальный статус, какой работой вы хотите работать, зарабатывать себе. И это вопросики такие близнецам второй декады в этом январе. И с полнолуния 3 января они начнут активно работать. Близнецы первой декады. Вот сейчас вы мне скажете, а что вообще у нас? У близнецов первой декады начинается аспект с Лилит. Он начинается, на самом деле, с 20 декабря. Лилит перешла в знак Стрельца и делает оппозицию Солнцем близнецам первой декады. И будет эта оппозиция всю зиму длиться, до середины марта. Перейдет Лилит во вторую декаду Стрельца и будет уже задавать вопросы близнецам второй декады. О чем вообще аспекты Лилит? И продлится во второй декады март, апрель, май для второй декады близнецов. Для третьей декады близнецов это июнь, июнь пограничный, там вторая, третья декада, июль, август и первая половина сентября. Вопросы с Лилит, когда она идет по Стрельцу. Потому что многие боятся успеха, многие боятся никем не стать, но еще больше боятся достичь успеха, потому что сложно его удержать. Многие боятся зарабатывать больше, потому что не знают, на что будут тратить. Ну, то есть нет такой финансовой емкости. Сейчас вы скажете, ой, дайте мне денег, я найду, на что их потратить. Деньги в наших жизнях у всех определенное количество именно такое, которое мы способны потратить с умом для нашей реализации. И как только у нас потенциал начинает расти, наших накопленных навыков больше. Это такой очень большой, мощный вопрос, когда люди спрашивают, например, сколько там стоят ваши услуги. У кого-то они стоят очень много, а у кого-то они стоят очень мало. Так вот, масштаб личности зависит как раз-таки от того, какой ценник есть на услуги. И это нормальная, абсолютная история. Какую вы можете потратить цену на услуги? То есть, если вы сами любите все приобретать по скидкам, понимать, но при этом хотите, чтобы деньги к вам вот так вот текли рекой, так не бывает. То есть это такая история, которую нужно очень четко понимать. То есть если вы тратите большие суммы, естественно, позволяете себе их тратить, тогда и к вам начинают приходить суммы больше, потому что вы реально себе говорите, что вы хотите больше. Вам нужно траты на это и на то. И как раз-таки январь вот такой месяц. И у всех близнецов будет это очень сильная, мощная история. Почему близнецы третьей декады вот в этом, не просто в январе, но еще и в декабре вопросы с финансами, в ноябре вопросы с финансами? Почему? Потому что в какой-то момент пришла вот эта история с жуткой экономией. Экономия где-то себя просадили, где-то не пошли туда, куда надо, и получается, что экономия наложилась на экономию. Никто не говорит, что экономить
хорошо. В конечном итоге у меня есть гороскоп, финансовый гороскоп, где я так и говорю, что нужно как раз-таки, кому нужно экономить, кому нужно, наоборот, больше развиваться, больше тратить. Финансовый гороскоп для близнецов в конце этого видео прикреплю. Дорогие, посмотрите, чего же вам нужно в своей жизни больше для того, чтобы у вас все шло как надо. И да, этот январь, он будет такой, я бы сказала, с прорывом у всех близнецов. Вот если коротко, это прорыв. Если, конечно же, опять подходить очень четко к своим целям. Близнецы первой декады. Если вы прекрасно таки, очень сильно и очень мощно, то есть это прям с 3 января начнет вот так накатывать история, с 9, 10, 11, 12 пойдет такая мощная история вперед, ускорение. Там прям у всех мультитранзиты. То есть это когда очень много аспектов, если астрологи меня смотрят, да. Поэтому здесь понимайте эту историю, что весь январь вот будет такое мощное движение вперед. И если вы будете двигаться, у вас будет получаться решать все свои вопросы. Это близнецы первой, второй и третьей декады. У близнецов первой декады будет, если вы разберетесь со своими страхами и паниками, почему я говорю про Лилит, тогда, конечно же, это движение вперед. А у близнецов первой декады страшно пойти вперед. Очень страшно пойти вперед, потому что Лилит находится еще в оппозиции с Ураном. В будущее очень страшно пойти по-новому начать действовать, тоже очень страшно, потому что здесь все аспекты на движение приобретения недвижимости у близнецов первой декады начинают складываться. Это большой масштаб личности. Здесь еще и Плутон идет по первой декаде Водолеев. Так вообще двигает на гармоничном аспекте вперед, зарабатывать очень много денег. Поэтому я не могу сказать, что у близнецов первой декады будет очень сложный январь. Нет, он будет очень классный, потрясающий финансовый, если вы будете идти вперед. Если вы будете бояться, считать, что вы недостойны, что у вас не получится, что да зачем вам это вообще все нужно? А некоторые еще бывают вот уже вот прям вот все, подписание договора, не знаю, переезд там туда, куда нужно, да, изменение просто кардинально своей жизни, улучшение. И просто вот полшага не доходят, разворачиваются и говорят, а мне неинтересно. А вот как-то вот нет, я же вроде как уже достиг почти, то уже не нужно. Убираем эти глупости, достигаем, получаем все то, что вы должны получить по праву. Близнецы первой декады, и идите вперед, потому что у нас следующая такая очень мощная история. Кармические узлы во второй половине. Во второй половине января меняют как раз-таки декаду. И северный узел с южным будут задавать такие кармические кардинальные вопросики близнецам первой декады. Что вы готовы сделать в своей жизни, такое большое, мощное и масштабное, от чего готовы отказаться? То есть есть какая-то мишура в вашей жизни, которую нужно сбросить. Но есть какие-то высокие цели, большие, масштабные, интересные, и вот это было бы хорошо бы реализовать. Такой январь будет. У близнецов первой декады, и вот такой будет его середина, очень сильная. Близнецы второй декады, кармические узлы идут по вашей декаде, но у вас вопросы масштабные, потому что здесь все-таки Юпитер к кармическим узлам, который оказывает вам влияние, делает аспект, и это аспект очень гармоничный. То есть свое самоопределение в жизни, такой масштаб вашей личности. Какую карьеру вы хотите строить, кем вы хотите стать. Если вам нужно для жизни переезд, переезжайте. Если вам нужно решить свои дела финансовыми, имущественными вопросами, зарабатывайте больше, приобретайте недвижимость. И январь у вас абсолютно такой классный, гармоничный. То есть здесь нужно сделать как можно больше, потому что Юпитер в гармоничном аспекте с Сатурном, понимаете? То есть у вас очень хорошая история в этом январе и в работе подняться, и новую работу себе посмотреть. То есть здесь нужно сделать как можно больше и ни в коем случае не пасовать, ни в коем случае не тормозить. Это будет тогда в феврале сложнее. Близнецы третьей декады уже говорила про Сатурн, финансы, долговые обязательства, либо в любовные отношения, разбирательства и вся вот эта история, которая очень сильно будет подкатывать к 20 числам января. Почему? Почему? У нас 18 января на небе новолуние, начинается новый лунный цикл. Я вообще хочу сказать, что это будет классное новолуние, оно даст толчок очень многим, потому что здесь большое такое скопление планет, гигантское просто скопление планет, то есть у нас и Луна, и Марс, и Меркурий, ваш управитель, Солнце, Венера находятся в знаке Козерога и в соединении с Плутоном, который в Водолее, то есть вот такое у нас новолуние, и вот это большое скопление планет в гармоничных аспектах просто к Урану, к Сатурну и Нептуну. Сатурн оказывает влияние
на близнецов третьей декады. Нептун вот еще чуточку, да, и будет оказывать уже на близнецов первой декады. Вообще все вот это само скопление планет оказывает очень сильное влияние будет и на близнецов первой декады в том числе. Близнецы второй декады, у вас здесь нет такого мощного, сильного аспекта, кроме вот как Юпитер вот здесь уже распадающийся, поэтому здесь либо внутренние какие-то противоречия ускользающих своих возможностей, того, что вы не сделали, и какое-то внутреннее сожаление, что вы не сделали, либо же переходящий в экзистенциальный кризис, либо же вы наоборот включитесь и пойдете по всем вопросам, связанным с Юпитером, а это Юпитер – социальная планета, все, что связано с масштабом личности, карьерным ростом, путешествия, поездки за границей, возможно, командировки, нахождение за границей какое-то время и возвращение домой для того, чтобы расширить свой опыт жизненный, мудрость – это тоже всегда плюсики. Здесь обучение, образование, высшее образование, поднятие своих компетенций, навыков и знаний в работе, знание иностранных языков. Пока Юпитер находится в раке, расширение семьи, появление детей, вообще, в принципе, брака. Это очень хорошая история. Решение своих имуществ, то есть своих проблем имущественным вопросом. То есть приобретение недвижимости тоже очень хорошая история. То есть у близнецов второй декады. И нужно бы это сделать, понимаете, дорогие, потому что и март у вас будет таким, потому что в марте у нас будет ретроградный Меркурий, ваш управитель, и он будет в рыбах в потрясающе гармоничном аспекте с Юпитером. То есть в январе и в марте у близнецов второй декады вопросы, все, что связано с Юпитером, я только что сказала. Ну а мы идем дальше. И опять же, идем мы дальше, у нас запускается новый лунный цикл, он будет очень мощный. Начнется он очень ярко, но опять же, много гармоничных аспектов, очень много. Не все могут справиться с таким количеством гармоничных аспектов. Это не хорошо, не плохо, потому что некоторые люди не могут жить, когда все хорошо, им нужно придумать какие-то приключения себе, потому что когда все спокойно и хорошо, и когда вроде бы складываются события, это тоже сложно. Сложно принять. Некоторым людям сложно в этом потоке приноровиться, организовать себя, да, вот такая история. Но близнецы – это очень быстрый знак, поэтому здесь, дорогие, успейте договориться, коммуникация и все то, что вы хотите вообще в своей жизни. И да, идем дальше. Конец января. У нас уже забегала вперед, говорила, Нептун меняет знак. Он перестает делать вот этот эмоциональный аспект близнецам третьей декады. Поэтому, дорогие, если у вас были какие-то моменты эмоциональные в семье, в вашей жизни, они закончатся, станет полегче. И если вы с эмоциями Нептуна не можете совладать, то в феврале будет легче. И уйдет этот аспект. Но аспект Сатурна пока еще остается. И Нептун, когда 26 января 2026 года меняет знак, он начинает в гармоничном аспекте влиять на близнецов первой декады. Он будет идти медленно по Овну, то есть эмоции станут яркими, быстрыми, и Овнам первой декады, близнецам, извиняюсь, первой декады захочется очень сильно кому-то почувствовать любви, кому-то семейных событий. То есть, понимаете, у вас Нептун будет, Сатурн в середине февраля поменяет знак, Плутон идет по Водолею, и еще в конце апреля Уран поменяет знак, зайдет в Близнецы, то есть у Близнецов первой декады жизнь вообще с конца апреля 2026 года начнет меняться вообще невероятно очень сильно быстро. Поэтому понимаете эту историю сейчас немножечко попроще, немножечко спокойнее. Поэтому если близнецы первой декады вы запланировали себе отдых в январе, отдыхайте, потому что дальше больше. Понимаете, я о чем говорю. И да, Нептун у нас поменял знак на другие декады близнецов, он будет влиять только косвенно. Поэтому здесь пока не могу ничего сказать для близнецов второй и третьей декады. Просто понимайте, что люди с вами, на которых влияет Нептун, будут с конца января реагировать более ярко, более дерзко, более остро, по-овновски в общем. Это не все готовы принять, но вот так наша жизнь у всех изменится, и Нептун будет очень долго находиться в знаке Овна, больше десятилетия. Просто это надо принять. Вот и все. И идем дальше. У нас
февраль. Что говорить по итогу января? Январь месяц у близнецов первой декады. Хочется вам отдыхать – отдыхайте. Но к концу месяца, к началу нового лунного цикла, здесь очень сильно включится у вас ускорение, потому что количество вот всех планет, которые я сказала, оно будет очень сильно таки вас из состояния релакса выносить. Поэтому здесь история близнецы первой декады. Хотите – отдыхайте. Первая половина месяца. Вторую половину месяца я бы на вашем месте включилась и начала делать максимум в вашей работе, в личной жизни, в вашем эмоциональном состоянии, потому что захочется как с чистого листа. Близнецы второй декады, у вас финальные вопросики кармических узлов к вам. При всем при этом Юпитер делает гармоничный аспект к кармическим узлам, а это история вашего профессионального роста. Чего же вы хотите от своей жизни, личность, какого вы масштаба. На эту историю нужно очень хорошо в этом январе не просто понять, а уже начинать делать не просто первые шаги и решать все те вопросы, связанные с Юпитером, которые я сказала. Это либо карьера, либо личная жизнь, любовные отношения, имущественные дела, вопросы. Это все в один день не делается. Как говорится, если мы хотим переехать, нам хотя бы нужно выбрать объект, куда мы хотим переехать. А это тоже время, это желание, настроение. Понимаете, о чем говорю? Но все это приятные заботы своего выбора своего пути по жизни. Пусть он у вас будет ярким и интересным в этом январе. Близнецы третьей декады, у вас месяц, для вас месяц будет сложный. Не потому что я вас люблю, потому что цикл планет вот такой. Еще у нас близнецы второй декады вот в 2025 весной тоже переживали на эту тему, потому что Сатурн делал аспект у них, понимаете? А сейчас вот у вас все вот так вместе складывается и личная жизнь, и финансы, и работа, и кажется, что вы с этим не справитесь. Я вам хочу сказать, справитесь. Но постарайтесь максимально реалистично в январе, максимально трезво стоять на ногах, зрело по жизни. Если вы устали за конец 2025 года, это вообще все абсолютно понятно. Дайте себе в январе первую неделю отдохнуть, она будет такой легкой, она будет не такой активной, как вторая, третья и четвертая неделя января. Дайте себе отдохнуть хотя бы первую неделю. До 9, 10, 11, 12, вот там начнется движение планет, мультитранзиты начнут у многих знаках вот так показываться. Поэтому здесь дайте себе отдых, близнецы третьей декады, и потом включитесь максимально в работу. Исправляйте все свои ошибки, которые вы натворили раньше. Финансово себя поднимите. Возьмитесь за работу, если вы понимаете, что вам нужна новая работа. Ищите новую работу, в этом нет ничего плохого, зазорного, это нормально. В любовных отношениях постарайтесь договориться, нет в этом никакой сложности, и получится очень хорошо договориться как раз-таки в новолуние 19, 18, 19 января. Поэтому здесь только вперед, ни в коем случае не унывайте, не уходите в это депрессивное состояние. Все получится. Но вот январь месяц, когда нужно сделать все самим, понимаете? Итак, февраль. Февраль месяц будет сложнее, чем январь. Почему? Потому что в январе очень много гармоничных аспектов, как ни крути. Февраль у нас начинается с полнолуния. В ночь с 1 на 2 февраля у нас полнолуние. Полнолуние во Льве. Яркое, мощное, дерзкое. Это ось Водолей, Лев. Когда мы считаем себя самыми лучшими, самыми классными, в нас взыграет самолюбие. И нам хочется, чтобы нас как минимум заметили. Заметили в любовных отношениях, заметили в работе, в профессиональной сфере. У всех будет по-разному. Но, опять же, захочется именно, чтобы кто-то обратил на нас внимание. И если мы не будем получать вот эти эмоции в отношениях, которые есть, многим захочется того уровня свободы, которого давно не было. Не могу сказать, что кому-то будет не нужен этот опыт. Февраль будет, в принципе, сложным месяцем на желание освободиться, будет трясти очень многое. У нас 4 февраля выходит из ретроградного движения Уран. На близнецов будет влиять только через различные аспекты, вот он в это полнолуние. А так он, конечно же, будет уже идти стремительно к знаку близнецы, и 26 апреля 2026 года он поменяет знак, плюс еще в соединении с Венерой. Поэтому вот там будет апогей всех тех вопросиков ваших
отношениях, которые складываются, например, сейчас, или которые очень долго тоже где-то в воздухе висели. Плюсом это еще история с финансами, потому что Венера и про финансы в том числе. Но давайте вернемся в февраль. Уран выходит из ретроградного движения. Это у нас 1-2 февраля. Это у нас 4 февраля, 1-2 у нас полнолуние. На кого повлияет полнолуние? Очень сильно, очень захочется почувствовать себя красиво и хорошо близнецам второй декады. И я считаю, для вас это полнолуние сложится очень хорошо, потому что после прохода завершения кармических узлов это внутренняя самооценка, та самая история, которая заставляет нас двигаться вперед. Поэтому проявляйте свое «я», проявляйте свой характер, растите в работе, раскачивайте свои профессиональные качества, пробуйте, двигайтесь вперед. Плюсом хочу сказать, что у нас еще и Марс пошел по Водолею, и это гармоничные аспекты близнецам первой декады. Постарайтесь сделать как можно больше в своей профессиональной деятельности, в том числе, начиная вот в это полнолуние и вообще в принципе в феврале. Близнецы третьей декады. У вас будет аспект с Венерой и с Меркурием. То есть на начало февраля 2026 года и вот первые там денечки, первую неделю Венера будет в соединении с Меркурием, которые идут по Водолею третьей декады. Это гармоничный аспект к близнецам третьей декады. От этого я делаю вывод, дорогие, что у вас должно получиться договориться в своих любовных отношениях. Про покупки не могу вам сказать, что делать какие-то покупки вот такие легкие, быстрые, нет. Потому что там аспект Сатурна есть, и аспект Сатурна, он напряженный. На таком аспекте выгодно покупать недвижимость близнецам третьей декады. И вот знаете, здесь такая философия. Уж лучше приобрести недвижимость и испытывать какие-то финансы, дефициты в этом плане, да, чем по какому-либо другому поводу, да, по крайней мере, у тебя будет свое жилье, вся та история, которая будет финансово основательной. Опять же, напряженный аспект Сатурна – это те основательные покупки, которые делать можно. Поэтому у близнецов третьей декады в январе и феврале могут быть истории, связанные с приобретением недвижимости в том числе. То есть те покупки, сделки с недвижимостью, приобретения, которые будут вам давать фундамент для развития вашей личности, вас как человека. Поэтому вот эта история хорошо будет сходиться. История, связанная с быстрыми покупками, так себе, потому что Венера в первую неделю февраля будет в квадратуре с Ураном. То есть захочется, конечно, как-то то купить, и это купить, и все. Какие-то быстрые деньги, легкие покупки у близнецов третьей декады. Здесь не надо так делать. А вот основательное, фундаментальное, это да. Идем дальше. У нас с 13 на 14 Сатурн меняет знак, переходит первый градус Овна, выходит из знака Рыбы, перестает влиять на близнецов третьей декады. Но погодите, еще остается послевкусие как раз-таки Сатурна, потому что это единственная планета, которая уже вроде как закончила свой аспект, но события никуда не деваются. То есть это медленная планета, которая заставляет нас основательно завершать все дела. То есть если у вас здесь сделка с недвижимостью будет в середине февраля, это тоже нормально. И если затянется вопросы с документами, тоже нормально, вы все ее сделаете. Потому что следом у нас коридор затмений 17 февраля, с 26 февраля у нас ретроградный Меркурий в Рыбах, может затянется. Нормально дышим, спокойно будет, не волнуемся. Нервные клетки свои не тратимся. И да, и Сатурн с 13-14 февраля начнет влиять на близнецов первой декады. Он будет идти очень быстро по близнецам первой декады, и уже в начале мая перейдет во вторую декаду, будет влиять на близнецов второй декады. Что дает Сатурн в гармоничном аспекте? Когда мы беремся за тяжелую, сложную работу, и она нам дается не совсем легко, но мы получаем результата больше, чем вложили сил. Это так. Это приобретение недвижимости в аспекте гораздо легком, чем в напряженном аспекте. Ну, само слово гармоничный и напряженный аспект, здесь, надеюсь, все понятно, да? Нам всем хочется верить, что у нас вот здесь удача, но аспект Сатурн – это не про удачу. Это про наше терпение, осознанность, нашу хватку финансовую. И когда мы четко понимаем, что мы хотим, потому что это было в нашем плане.
Это профессиональный рост, карьера, социализация, получение той самой должности, которую мы всегда хотели, но боялись. И вот здесь мы готовы взять ответственность и ее получаем. Это брак, когда мы тоже берем ответственность, обзаводимся семьей и будет складываться все хорошо. У близнецов первой декады эта история начинается в середине февраля и заканчивается в конце апреля. У близнецов второй декады Сатурн будет влиять на вас очень гармонично с начала мая 2026 года и до конца октября 2026 года. Поэтому это ваши окна на приобретение недвижимости, работа, карьера, статус, все, что связано с увеличением вашего уровня финансового построения бизнеса, дерзайте. Не тормозите. В 2026 год это тот год, в котором нам нужно сделать все самим. Не придет волшебник, никто нас не спасет, никто нам ничего не подарит, не сделает. Аспекты Сатурна – это когда мы делаем все сами, но оно приходит, и мы горделиво говорим, какие мы молодцы. Понимаете, я о чем говорю? И да, у близнецов третьей декады отваливается аспект Сатурна, он в гармоничном аспекте придет к вам весной 2027 года. Поэтому здесь вот такая история. Что касается в этом феврале у близнецов третьей декады, ну, здесь будут все истории, которые с Сатурном связаны на напряженном аспекте, я уже говорила ранее. Все это будете доделывать, недвижимость, работа, отношения, если они были сложные, если кто-то в этот момент решил развестись. Это будет финальная петля, это будет финальная точка в ваших отношениях. Не могу сказать, что она будет легкая, не могу сказать, но, скорее всего, уже этот период был, вы уже все прожили, уже приняли свое такое решение. Отговаривать смысла нет, кому-то это нужно, и здесь нужно просто идти жить дальше. Тоже вот такая история в жизни случается всякое. Это жизнь, понимаете, дорогие? Поэтому здесь не раскисаем, потому что у нас следом в феврале, с 17 февраля включается коридор затмений. И да, он у нас закончится 3 марта 2026 года. Коридор затмений будет у нас на растущем лунном цикле, потому что начинается он в новолуние в Водолее. Опасный коридор затмений. То есть, если вы собрались двигаться вперед, пробовать новые точки в своем развитии, потрясающе. Если вы собрались уходить из семьи, если вы собрались, как бы это назвать, так, освободиться от той ответственности, от которой вы давно устали, такой момент. Можно потом еще в марте доделывать вот эти все такие спорные вопросики, знаете, потому что у нас ваш Меркурий будет еще и весь март находиться в рыбах, а эта позиция такая себе, когда хочется чрезмерного романтизма, то есть фактически у нас 2 месяца будет Меркурий находиться в знаке рыбы. А это желание иллюзорности, романтизма, легкости. Кто-то может уйти в депрессию, но я все-таки не советую это делать, поэтому нужен вот такой четкий, мощный план. Да? Кому-то захочется каких-то вот таких, эмоций, то есть эмоциональных качелей, любви, которые не существуют в природе, да, но она как бы существует, но это не любовь, да, то есть это гормоны. Поэтому вот такая вот здесь история может случиться. Если вы будете развиваться в бизнесе, то это будет то самое классное ускорение, которое вам будет нужно. Хороший аспект, собственно, коридор затмений для тех, кто начинает новую жизнь с нуля, например, после развода, после, например, какой-то работы очень сильно человек устал, да, тогда этот коридор затмений в принципе нормально, но опять же, в чем сложность вот этого коридора затмения? В том, что он очень эмоциональный, он всегда эмоциональный. И то, что мы сейчас будем делать в этом феврале, а аспекты на этот коридор затмений, вот они не радужные, они вот не такие радужные, как в январе, понимаете? И то, что вот мы сейчас натворим, начудим, мы будем с этим разбираться в августовском коридоре затмений и в сентябре. Понимаете, я о чем говорю? Да, у нас следующий коридор затмений с 12 по 28 августа. И у нас потом там начало сентября, как обычно. В общем, ничего нового, понимаете? И здесь таки нужно понимать, что те, кому захочется вот обнуление своей жизни по полной, смотрите, кому будет выгодно это обнуление. Потому что есть и люди, кому оно будет невыгодно. Это нужно очень четко понимать. Понимаете, я о чем говорю? Близнецы третьей декады, вот здесь захочется вам, и вам будет это выгодно. Вам будет это в легкости, захочется потусоваться, как-то почувствовать себя свободными. Здесь никакого чувства вины, просто понимаете, вы будете с кем?
тусоваться, и точно ли, да, у вас там не остались где-то либо какие обязательства. То есть здесь нужно просто это четко понимать. Но если вы решили там бросить все, работу, семью, прям вот просто взять и выйти в закат и тусоваться на несколько недель, тогда вот это сложная история будет потом, да. Потому что у нас заканчивается коридор затмений 3 марта, полнолуние. Полнолунием в Деве. А Дева– это очень честный, не всегда с приятными выводами знак. То есть это реальность, когда нам не нравится увидеть то, что мы хотим увидеть. Это честность, это четкость, это черствость при всем при этом. Это некрасивая правда. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь в этом коридоре затмений. Плюсом у нас накладывается, конечно же, еще и ретроградный Меркурий. Да, ваш управитель еще решил уйти в ретроградное движение именно в этот коридор затмений с 26 февраля по 20 марта. Это больше, чем 3 обычных недели. Понимаете, о чем я говорю? Обычно 3 недели. В этом году нет. В этом году больше. Поэтому он будет в ретроградном движении в соединении с Венерой. Поэтому здесь очень хорошее время в этом коридоре затмения наводить все-таки коммуникацию, договариваться со своими вторыми половинками. Даже если у вас февраль был какой-то сложный, то не допустить, чтобы март еще был сложный. Особенно, чтобы вот коридор затмений не был вот такой эмоциональный, чтобы у вас там все не свалилось туда, постараться максимально завершить все такие неприятные какие-то дела, договорные вот эти все истории, да, чтобы в коридор затмений было как-то вот оно не настолько эмоционально. Опять же, Меркурий будет в гармоничном аспекте с Венерой, что говорит о том, что получится уладить все вот эти сложные вопросы, при всем при этом и Венера с Меркурием будет в гармоничном аспекте с Юпитером. Это очень хорошее время вообще всем близнецам в работе, в карьере подняться, в социальном статусе, в семье договориться, с любимыми, с близкими. То есть хороший момент на, опять же, приобретение недвижимости. Если вы этого не сделали, и у вас затягивается этот момент, сделайте. Перестаньте на этот вопрос волноваться и оттягивать. Сделайте, и тогда вам все будет хорошо. Это близнецам и первой, и второй, и третьей декады я говорю вот так по вашему управителю. Этот коридор затмений такой, и весь март Меркурий будет находиться в знаке Рыбы. И да, в конце марта он встанет в соединение, то есть с середины марта, вот с 14 числа и до конца марта Меркурий будет в соединении с Марсом и с северным кармическим узлом. То есть все наши действия, мысли, коммуникации, договоры будут влиять на наши действия далее. Понимаете, да, то, как мы коридор затмений начнем, да, то есть как мы, естественно, если мы не провалимся вот в эти эмоции, тогда у нас и март еще будет классным. То есть здесь тогда будут уже плюшки совершенно другого уровня. Заканчивается коридор затмений февральский у нас 3 марта. Это полнолуние в Деве, когда мы честно и четко себе говорим, как же мы вообще прожили эту зиму, как же мы ее завершаем. Близнецы второй декады такой максимально честный экзамен от кармических узлов к вам. Здесь решайте, смотрите, как же все-таки подводите честные итоги, потому что честность и правда– это то, что заставляет нас двигаться вперед, пусть нам не всегда нравится правда, да. Реально приземленно смотрите на свою жизнь. Близнецы первой декады. У вас, дорогие, здесь заканчивается по итогу этого коридора затмения все ваши вопросики, страхи, переживания. Почему же вы не получаете вот тот самый масштаб в жизни, который вы хотите, тот самый уровень финансов, который вот я вроде как в гороскопе все очень красиво и ярко рассказала, но помните, я вам говорила, что Лилит будет проверять вас всю зиму на ваши страхи. И только ваши страхи отделяют вас от движения вперед. Это близнецы первой декады, потому что Лилит здесь в четких квадратурах к кармическим узлам. Вот такая история. И да, после коридора затмений Лилит переходит во вторую декаду Стрельца, и эти вопросы уже будут связаны со своими страхами и фобиями у близнецов второй декады. Близнецы третьей декады, что по итогу этого коридора затмения у вас?
У вас вопросы, конечно же, связаны с вашим развитием, связаны с вашим движением, захочется как-то свободы. Завершились уже все те дела, связанные с Сатурном, да, уже у кого-то финальные вопросики, финальные действия. И здесь, конечно же, хочется как-то в марте отдохнуть. Могу сказать, что у близнецов третьей декады март вот он такой. Конечно же, при отсутствии ваших личных транзитов, вот, потому что, я надеюсь, понятно, я рассказываю общий гороскоп, а у каждого еще есть своя транзитная карта, где домарные сетки, основанные на вашем месте и времени рождения, у всех абсолютно разные. У близнецов разные, понимаете, домарные сетки. Вот такая история. Поэтому здесь тоже нужно понимать, если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я в режиме свободного времени отвечу на ваши вопросы. И да, близнецы третьей декады, хочу сказать, что вот после этого коридора затмения у вас получится все-таки в коридор затмения завершить все свои какие-то дела. Для вас этот период будет как завершающий этап зимы, понимаете, я о чем говорю. И в марте будет такое желание немножечко отдохнуть. Даже не могу вам сказать ничего не делайте, потому что здесь в начале марта вот такой Марс, идущий по последней декаде, по последним градусам Водолея, да, ну, то есть захочется вот как-то вот вальяжненько почувствовать свою свободу. Я не могу сказать, что это плохо, отдохните. Запишитесь на спорт, почувствуйте легкость, потусуйтесь, встретитесь с друзьями, вдохните воздуха в вашу жизнь, потому что вы однозначно устали от энергии Сатурна за последние полгода. Вы устали вот так бежать, стремиться что-то делать, терпеть, напрягаться. Понимаете, я о чем говорю, да? И идем дальше. У нас март. Что у нас в марте? Уже говорила, что Лилит меняет декаду. 11 марта выходит из ретроградного движения Юпитер, который косвенно оказывает влияние, но тем не менее в этом марте, весь март, середину марта точно, то есть и коридор затмений февральский, и март, Юпитер в очень гармоничном аспекте с Меркурием, дорогие, и эта тенденция будет сохраняться до конца марта. О чем здесь? Все юпитерианские вопросы. Это близнецы и первой, и второй декады. Третья декада, скорее всего, будет отдыхать, и мы никак не можем ее винить, потому что те, кто устают, ну вот у близнецов третьей декады здесь вопросики любви, свиданий, гуляний включаются уже во второй половине марта, поэтому здесь ходите на свидания, гуляйте, захочется как-то ярко, дерзко себя проявить, то есть это такая история на март у близнецов третьей декады. Я не могу сказать, что это плохо. После вот таких вот каких-то моментов переживаний сложных в жизни, начинайте жить заново, начинайте двигаться, начинайте придумывать в своей жизни мероприятия, чтобы вам было интересно жить. Это близнецы третьей декады, и здесь как вы спланируете этот март, так и будет, потому что здесь все планеты опять же вместе, все планеты кучкуются, и здесь Венера делает очень гармоничный аспект на гуляние, свидания, вот так вот дерзко, как-то ярко, интересно, проводите время, сходите на какую-то культурную программу, тоже очень хорошо. Ну и Юпитер, конечно же, в аспекте к вашему управителю делает вот такой гармоничный аспект движения, развития вперед. Если вы захотите после как раз-таки аспектов Сатурна двигаться вперед в новое, интересное, поднять свой социальный статус, близнецы третьей декады, то Юпитер вам говорит, конечно же, зеленый сигнал, делайте, действуйте, все у вас будет в этом марте хорошо. Нет определенного четкого аспекта, что в какие дни делать, потому что они, ну вот я сказала, что во второй половине марта уже у вас должно быть все красиво и интересно. А на начало марта вот такая история, которая будет немножечко спокойно, без каких-либо таких движений. И кто сказал, что покой – это плохо? Иногда нужно просто отдохнуть. Близнецы второй декады у вас в этом марте очень много действий. Очень много действий. Опять же, Марс идет по рыбам. Меркурий тоже в рыбах, но Меркурий в аспекте с Юпитером. То есть это движение вперед, рост, да. Середина марта у близнецов второй декады это тоже гуляние, тоже свидание, либо же захочется больше зарабатывать. Абсолютно классная история. Зарабатывайте больше, кому-то захочется поменять свой внешний вид, облик, тоже хорошая история. Просто постарайтесь меньше ругаться и злиться, близнецы второй декады в середине марта. То есть здесь такой момент
не скандальте, не портите свою репутацию, иначе сложно будет зарабатывать. Вот такая философия. Конец марта хороший, классный на финансы, в том числе двигайтесь вперед, не надо тормозить. У близнецов первой декады, ой, дорогие, у вас вообще все классно. Кармические узлы по первой декаде рыб идут, спрашивают, кем вы хотите стать. Туда еще и Меркурий к северному узлу пришел. То есть здесь максимально у вас весь март на решение такого большого внутреннего вопроса: а кто я? Чего я хочу вообще от этой жизни, масштабы своей личности? Или мне хочется как-то полениться? Такой март у вас будет моментом немножечко вакуумным, что ли, когда вроде как много событий, много действий нужно прикладывать, но вы не можете определиться, чего вы хотите. И это не просто так, да, у нас еще будет новолуние. Новолуние у нас будет 19 марта, новолуние в рыбах, но при всем при этом Солнце в соединении с Луной в рыбах, а Нептун с Сатурном уже в Овне. То есть это переходящие тоже такие эмоции, здесь как будто перещелкнет у близнецов первой декады. То есть вот такая история, захочется вам уже здесь ускоряться, двигаться вперед очень сильно, очень мощно, и тогда апрель у вас будет очень ярким, очень дерзким, очень богат на события в профессиональном плане, и это очень хорошо. 21 марта у нас включается календарная, астрономическая весна, календарная у нас с 1 марта, да, и вот здесь немножечко вот в марте нас таки потрясет недельку, и мы плавно с вами все переместимся в апрель, и апрель будет очень ярким, очень интересным, захочется много и больше. Не могу сказать, что это плохо, потому что всем близнецам этой весной, которая наступит после зимы, захочется ускориться, захочется лучше, захочется интереснее, захочется красивее, захочется лучше, чем было. Но не получится проскочить эту зиму. Зима – это финал. Финал двухгодичного цикла Сатурна, который натворил много дел, да, и это такая история для близнецов тоже сложная. Кого-то заставил зарабатывать, кого-то обнулил в финансах. Ну, то есть Сатурн – это всегда история, которая заставляет нас подтягиваться. Кого-то обнулил в отношениях, кто-то не справился, не выработал определенный уровень терпения для поднятия своих отношений на новый уровень. Вот так это, ребята, на самом-то деле. Сатурн мне просто показывает, в какой момент в ваших отношениях кризис и холод. Не просто холод, а лед. И эту историю нужно будет очень хорошо понять определенной декаде близнецов как раз-таки в январе и феврале 2026 года. Для кого-то эта история с финансами очень мощная, для кого-то это история прорыва, но завершаются все вот движения планет, которые влияли последние несколько лет на нас. И это хорошо, потому что март уже должен пойти по нарастающей. У близнецов третьей декады, у близнецов второй декады тоже в движении, в развитии. У близнецов первой декады можете начать немножечко провисать, немножечко переживать, что не получаете того, чего хотите. Но я опять же говорю, если у вас есть план, пишите все то, что вы хотите. Очень много сказала в эти почти 50 минут. Дорогие, я желаю вам потрясающей зимы. Вы обязательно со всем справитесь, все у вас будет хорошо. Здесь главное иметь здоровый, холодный ум и принимать взрослые решения. От этого требует зима. Ну и, конечно же, определиться, кто мы есть и куда мы хотим прийти. Без этого плана невозможно никуда прийти. Как говорится, если у нас нет цели, то мы никуда и не попадем. Вот такой гороскоп. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Я в режиме свободного времени отвечу. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.